Друзья мои, здравствуйте! Я рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня хочу с вами поделиться очередной самоделкой от меня. Сегодня я хочу сделать себе вот такой вот фонарик. Он немножко уже в разобранном состоянии. Вот такой вот китайский фонарик, который я хочу сделать на литии. Вот. Он позиционировался поначалу как водонепроницаемый. Вот у него две клеммы здесь крепились, но аккумулятор там сдох, поэтому я решил это все разобрать и переделать. Собственно, что мы имеем? Вот такие три банки литий-ионные аккумуляторы. Это 18650 формат. Я вот так вот кастомно это все напаял, сделал, соединил их скотчем. Выглядят они не очень, потому что они уже 1000 раз у меня были в работе. Вот, плюс-минус, все дела. Потом понадобится кнопка вот такая вот, вкл-выкл на две позиции. Так. Затем плата TP4056, такую можно купить на радиорынке, 45-50 гривен. Так. Собственно говоря, сами элементы вот эти вот светодиодные, китайские, естественно. Здесь плюс-минус, ничего сложного. Да, еще здесь я подпаял на плюс резистор. Вот, только ограничивающий. Потому что если подключать напрямую, то кристаллы выгорают и, короче, им приходит капец. Вот. Вот так он выглядит. Насколько килоом, я не помню, либо ом. Мультиметр у меня сломался, а в интернете смотреть мне лень. Но я могу вот приблизить, если вам будет интересно, вы поищите обязательно. Сейчас, секунду, фокус. Вот так это все сделать. Так. Вот, собственно говоря. Поэтому сейчас нам нужно будет что сделать? Сейчас нам нужно будет вот эту плату подсоединить к батарее. Вот. У нас здесь имеется 4 выхода. Сейчас буду показывать. У нас здесь имеется 4 выхода. Вот. Out по краям. Out плюс и out минус. Вот. И в центре B плюс, B минус. То есть B плюс, B минус это все идет к батарее. Out и out это уже как бы, то есть на нагрузку, на источник, то есть на вот это. Значит, вот эти два провода мы сейчас отпаяем и к ним подпаяемся вот этими проводами, то есть к B плюсу и к B минусу, соответственно, да? Вот. А эти провода мы уже подпаяемся также, соответственно, плюс к минус, только через токоограничивающий резистор. Вот. Вот так это будет все выглядеть на плюс и на минус. Но это все хорошо, но нам нужно в разрыв еще поставить кнопку вот такую вот, которую я уже вот так вот приметил ей место, короче говоря. Вот так вот она будет выглядеть. Мы ее потом посадим на маленькие шурупчики, и вот так вот она красиво у нас будет работать. Все. Давайте приступать. Сейчас это все отпаяю. Не знаю, процесс, как говорится, несложный, но кропотливый. Поэтому дело такое. Так. Вот такие вот дела у нас. Но сначала нам нужно подумать, как это все будет. Так, как мы это все закрепим, как это все у нас будет. Нужно это все примерно прикинуть, как это все будет. Ну, я думаю, что это будет примерно вот так. То есть аккумуляторы у нас лягут вот так. Все. Эти провода, плата, это все будет как бы вот здесь, возле выхода. И аккумуляторы там неплохо себе стоят. Так. Кнопку же мы, значит, что мы с кнопкой сделаем? Так, значит, с кнопкой разобрался. Короче, подключим кнопку в разрыв до платы, получается. Вот так мы это все сделаем красиво. Я сейчас все покажу. Для того, чтобы плата
в режиме покоя не потребляла энергию, как бы, то есть, ну, не было расхода. Так, значит, для того, чтобы это все сделать по красоте, вот так мы это все сделаем, нам нужно залудить провода. Вот такая вот у меня приспособа. Вот такие вот дела. Так, канифоль. Немножко. Так. Но у меня еще есть таблеточка ацетилсалициловой кислоты. Использую как, собственно, как кислоту. Так, все немножко некрасиво это все, но все будет работать, я вам 100% говорю. Так, аналогично сюда ставить сюда. Обычный аспирин, короче говоря. Все. Так же самое мы залудили. Вот. То есть залудили, это имеется в виду, что не видно, наверное, вам. Имеется в виду, что олово уже хорошо держится на самом проводе, потому что до этого как бы провод считается жирным, грубо говоря, то есть к нему не прилипает это все дело. Все, вот так вот это у нас красиво выглядит. Может, не красиво, но тем не менее. Так, раз. Все, делаем, значит, вот так. Все-таки на разрывы мы пустим плюс. Блин, третьей руки не хватает, капец. Так. Ладно, как-то попробуем. Паяться. Не хочет. Неудобно, капец. Все. Так, отпаялись. Другой выход мы берем, отпаиваемся вот сюда. Так. Все, сейчас у нас положение выключено получается. То есть, когда ползунок подвигается вот сюда, то получается цепь как бы буковкой П вот так замыкается. Все. И этот провод уже пошел. Мы его разъединяем. И этот провод от батареи. То есть от батареи, значит это B+. Значит мы выпускаем сюда. Блин, ну он получился несколько длинноват, конечно же. Я думаю, что надо его еще сделать. Вот так. Вот. И пускаем его сюда. Конечно же, все такие моменты, они очень-очень нужно с ними аккуратно. Долго, главное, не держим. Все. B+ готово у нас. Есть. Также мы с этим делаем процедуру. Готово. Все, подпаиваемся минусом, потому что очень аж такое. Вот не хватает третьей руки. Ну, нужно будет заняться этим вопросом.
работать очень удобно. Все. От батареи сделали. Этот момент у нас готов. Так. Теперь нам нужно подсоединить вот это все дело. А это дело мы... Сейчас я покажу вам поближе, чтобы вам было видно. Вот. А это дело мы подпаиваем все точно так же. Только уже на выход. Out плюс, out минус. Так, готово. Изоляция, конечно, это мое второе имя, я понимаю. Но термоклей поправит. Это мы сюда делаем. Это будет минус минус. Все. Готово. Если мы все сделали правильно, значит у нас все должно гореть. Еще раз проверяем себя, потому что перепутать плюс с минусом на светодиодных элементах это очень плохая затея. Все, готово. Ну, должно гореть, собственно говоря. Так, вот так это все у нас выглядит в сборе. Все. Потом берем, просто включаем. Класс. Вот горит. Все. Раз, выключили. Все. Зарядка осуществляется естественно. Раз. Все, по-царски все работает. Все это можно уже теперь собирать в корпус. Так, и еще продемонстрирую вам зарядку, как это все заряжается. Значит, имея обычный блочок вот такой вот, у меня он кастомно перемотанный, это не изолента, а пластырь и покрашен. Но это мелочи жизни, тут просто переходник. Вот так. Обычная зарядка, как от телефона. Вставляем в розеточку и заряжаем вот в этот вход. Так, индикатор у нас горит синим. Это означает, что батарея у нас заряжена. Вот, когда она будет разряжаться, то есть загорается красный индикатор и, соответственно, начинается зарядка. Все. Вот и все. Вот, собственно говоря, и все дела. Так, у нас что, включено? Ага. Подождите, а почему у нас... Почему у нас... Чуть-чуть мы неправильно сделали. Объясню почему. Потому что, когда я буду заряжать, получается, будет гореть у нас вот так. А это неправильно. Значит, нам нужно будет сделать выключение все-таки в разрыв от сюда. То есть, получается, плата все-таки будет в режиме ожидания у нас потреблять. Потому что в режиме зарядки у нас горит фонарик. Но я сейчас вам все покажу. Бывает и такое. Немножко протупил. Короче, друзья, все. Исправил я свой косяк. Сейчас объясню, что вообще произошло. Смотрите. Я пускал плюс в разрыв, да? Вот. От батареи. Вот так вот и все идет. Может быть, это непонятно вам, не знаю. Так. Зарядка идет, все работает. Вот. И пустил, получается, выход. Вот он, выход на фонарик. То есть разорвал его, грубо говоря, плюс. Вот так это все. Теперь плюс раз. Все горит. Все работает. Зарядка показывает красным индикатором, это показывает, что зарядка идет. Вот. Теперь у нас все правильно, теперь все работает. То есть два провода с батареей плюс и минус идет на
B плюс и B минус, соответственно, правильно? Выход у нас идет минус, идет на минусовую клемму на сами диоды, а плюсовой в разрыв через выключатели. То есть в выключателе здесь просто идет провод, вот отсюда идет провод, пошел сюда. Здесь разрыв, и только когда мы ползунок передвигаем, здесь замыкаются контакты, и вот так это все пошло на плюс. Здесь я скрыл под термоусадкой, скрыл резистор, только ограничивающий. Все, сейчас я это все зажигалочкой и по красоте. Вот так все красиво работает. Все. Вот это вся схема. Сейчас мы это все монтируем, собираем, на термоклей сажаем кое-какие места, выключатель, и уже покажу вам в готовом виде. В общем, друзья, значит, смотрите, сделал кнопку, вот так это все выглядит. Со старой кнопки, вот обратная сторона кнопка крепилась, сюда вкручивались шурупы. Я взял тут шуруп, отломал вот такую вот штучку, как бы посадочное место, да, для этого шурупа, и, собственно говоря, пригвоздил ее. То есть все работает. Ну, еще термоклея сюда капну, будет все нормально. Сейчас наша задача, значит, батарею посадить на термоклей. Плату оставлю в подвешенном состоянии, не хочу сейчас ее выводить вот куда-то на корпус, это немножко проблематично. Но вы можете, конечно, себе вывести для удобства, потому что каждый раз заряжать и каждый раз выкручивать вот эту вот плафон в это как бы будет, ну, не очень, сами понимаете, да? Вот. Такие пироги, значит. Подклеиваем, значит, батарею и собираем, собственно говоря. Батарею мы обильно, просто обильно обклеиваем. И, как говорится, туда ее опускаем. Все. Батарея, считай, что приклеена. Так, немножко для верняка мы можем все это вот так вот отодвинуть. Немножко еще можно ее проклеить. Так, изолирую на всякий случай контакты. Все. И здесь плату тоже желательно пройтись. Так, ну а с кнопкой мы сейчас тоже решим этот вопрос, чтобы вам видно было. Максимально вот так это все наполняем. И с той стороны кнопку Ай-яй-яй, горячий. Ну, сейчас высохнет, подкорректируем. Все, ребята, вот такая вот песня. Значит, эту плату оставляем навесным монтажом. Просто пусть она себе там болтается. Сейчас покажу все повыше. Вот так это все выглядит. Плата будет себе спокойно там болтаться. Быстрый переход на литиевые аккумуляторы. Все, раз. Все абсолютно сверху стандартный. Здесь я заклеил. Все. Ну, с кнопкой, конечно, немножко гембель. Склеим погорячился. Все. Абсолютно нормально работает.
Вот такая была сегодня самоделка. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.